Лиза, Андрей, чем будем удивлять в этом сезоне и какой настрой на этот новый сезон? Настрой хороший. Мы много работали на сборах и, наверное, будем удивлять выполнением четверного луца в короткой программе. Да, настрой у нас максимально боевой. Да, мы пока что ставили тройной аксель в произвольную, поэтому решили идти, так сказать, на риск. Ва-банк. Ва-банк, да. Ни для кого не секрет, что вы вместе не только на тренировках, не только на льду, но и в жизни, да? И когда вот это общее дело, оно помогает вам или на тренировках, наоборот, это отвлекает? Я считаю, что только помогают, потому что мы уже достаточно профессиональные, наверное, спортсмены и способны не отвлекаться друг на друга на тренировках. Да, я, в принципе, тоже такого же мнения, потому что очень важна поддержка, и это помогает, когда, например, неудачная тренировка, и мы все время вместе, в промежутке между тренировками, можем там друг друга настроить, приободрить, и не нужно разговаривать по телефону, потому что именно в тренировочном процессе мы все время вместе. Да, и ты никогда не бываешь один, и как бы не углубляешься в себя так сильно. Да, особенно я, потому что я могу загнаться вообще капец, когда у меня что-то идет не так, а Андрюша, он вытаскивает меня, так сказать, из этого состояния. Конечно, я иногда что-то ей подсказываю, пытаюсь. Может возникнуть конфликт, потому что... Да, как бы не всегда это, конечно, может быть, получается. Он говорит, в принципе, правильные вещи, но они, конечно же, иногда воспринимаются в штыки. В силу своего характера, да, больше склонна слушать тренеров. И когда говорит мне что-то Андрей, может возникнуть конфликт небольшой. Сейчас, кстати, намного лучше, как-то больше она стала ко мне, кажется, прислушиваться. Ну да. И больше как-то воспринимать мои слова всерьез. Да, но когда я вижу Андрея, то я сразу ему все говорю, не стесняюсь, и он, в принципе, намного лучше реагирует на критику, чем я от него. Я спокойно, да. Да, он. Угу. Ребят, новые программы, кто их ставил и что нового, может быть, будет в этих программах? Вы знаете, мы взяли очень популярную музыку «Мистер и миссис Смит» из фильма «Мистер и миссис Смит» танго. Да. И решили сделать не классическое танго, а танго в стиле модерн. И позвали хореографа из балета Вовы Варнавы, с кем я прежде работала. Он ставил мне произвольную программу «Восточную», которая вот была одна из моих лучших, наверное, программ. Тоже девочка очень интересная, танцует очень такие разнообразные танцы, как это сказать, антиклассик. Вот. Модерн, да. Да. Ее зовут Полина Митряшина, мы с ней ставили на полу короткую программу, и потом с тренерами пытались все эти движения воспроизвести на льду уже вместе с прыжками, и так получилась, мне кажется, очень насыщенная и полноценная программа. Я одобряю. Одобряешь? Одобряю, да. Спасибо. Это произвольная? Это короткая? Это короткая. Это короткая, да. Произвольную мы ставили на семинаре Алексея Николаевича, когда мы ездили в Польшу. Там как раз и Андрюшу поставили короткую программу. Мне ставил молодой тренер с Украины, Евгения. Она тренировалась на некоторых сборах у Алексея Николаевича, и он ее так знает, и знает, что она очень хорошо катается и хорошо ставит программы. Мы решили как бы ее попробовать, и она очень похожа на меня, мы обе такие заводные брюнеточки, и она, когда поставила эту музыку, она просто видела меня и решила, что ей это очень нравится, и что мне должно подойти, но она еще сомневалась. И когда я ее услышала, мы так переглянулись, такие... берем, и все, и у нас сразу пошел процесс очень плодотворный, и мне кажется, эта программа получилась очень удачная, это полностью мой образ, мне прям очень нравится, я хочу с нетерпением ее показать. Да. Очень свежий взгляд постановщиков наших был, потому что они, во-первых, молодые, кто-то фигуристы, кто-то из круга балета, мне ставил программу Ян Москичи. Сложно выговорить. Она польская фамилия, мне ее сложно выговорить.
Вот. Поляк, Поляк, да. бывший танцор. Занимался Мужчина. у Жулина, по-моему. Мгм. Да. Вот. Мы тоже с ним очень сдружились во время постановки. Постановка Они проходила тоже похожи по замечательно, да, характеру, легко, два тоже таких, такие спокойные парни. Да, ну, на расслабоне всегда. Вот. Произвольную программу мне поставил Александр Челидзе, тоже балетмейстер. Они вот Довольно лучшие известный, друзья да. с Полиной Митряш, Да. но оба работают у Вовы Варнавы, и Как все бы в таком примерно в вот. одном стиле Да. ставят. Вот. И мне кажется, что произвольно получилось прям на загляденье. Мне Да, очень она это нравится. тоже как глоток свежего воздуха, потому Да. что Андрей, Потому как вы что знаете, новый классику стиль катает абсолютно. обычно, да, или что-то очень популярное. А здесь он тоже раскрыл в себе новые возможности, что он не только Новая статично постановка может рук, кататься, да, а новый корпус постоянно на пластика. дисбалансе Да, каком-то. да, да. У него То есть даже это это очень больше интересно читается, смотрится, чем да. у меня в короткой, так как А все-таки музыка как производится? Рахманинов. Рахманинов. Мгм. Да. Рахманинов в Люблю. современной хореографии, да, мне кажется. А вот, а Чисто короткая, фортепиано. он Джо Кокер, I Put the Spell on You, и Я я прям, знаю, когда Я обожаю начинаю эту программу. да, катать, это, конечно, раскрылся для меня еще более, там, как сказать, С другой стороны. без пошлости, да. Короче, нам очень нравятся программы друг друга, поэтому И самим себе тоже. мы поэтому, наверное, еще так плодотворно работали, потому что очень хотим, чтобы все-таки в этом Чтобы они сезоне играли, мы показали не только катание, а все-таки полноценные стабильные программы с хорошо выполненными элементами. Лиза, ты этим летом установила тройной аксель. Мгм. Не только у тебя, но и у других спортсменов можно представить, прыжок ушел или прыжок вернулся. Что это значит? Почему, куда уходят эти прыжки? Четверные, тройной аксель? Да, но только он был в сезоне 14-15. Вот, а потом я его продолжала прыгать, исполнять в следующем сезоне, но уже менее стабильно. И, видимо, груз ответственности, который тогда был, мы еще хотели 2 акселя вставить. И когда вот я начинаю задумываться о том, что мне стоит, насколько мне надо больше работать, чтобы это выполнить, это меня немножко ломает, и я начинаю еще хуже как бы прыгать, в принципе, один хотя бы этот элемент. И потом получились травмы, пошли проблемы с коньками, проблемы со спиной. И, конечно, вот это все подломило. И еще, в принципе, когда ты заново учишь прыжок, и он таком на свежести, то тебе его легче исполнять, чем когда ты после отдыха выходишь на лед и понимаешь, что тебе надо его обязательно опять возобновить. Но это как-то психологически тяжелее. Вообще все больше от психологии идет, наверное. Ну да, у меня все больше от психологии, потому что я очень много думаю всегда по поводу фигурного катания и прыжков, и элементов. И хотя это надо просто отключать и идти работать, потому что практика показывает, когда ты просто доверяешь своему телу, неосознанно делаешь прыжки, они получаются просто отличными. А когда ты начинаешь размышлять, что мне еще там нужно подправить, где еще плечи, где рука, где нога, то получаются ошибки. И вот в связи со всеми этими аспектами получается такой огромный мешок с камнями, который у тебя за спиной, с которым ты должен идти весь этот сезон. И, конечно, он тебя немножко подбивает. И поэтому мы на следующий уже сезон, 2016-17, мы убрали тройной аксель из программ, делая акцент на стабильность. Но даже это не прокатило, поэтому решили в этом сезоне все-таки включить тройной аксель, потому что он у меня сейчас довольно стабильно получается, и у меня появились вот эти эмоции, вот этот ажиотаж, что я уже не хочу просто стабильно кататься, я хочу удивлять, и я хочу идти на риск, потому что мне так скучно. Я вот каталась в прошлый сезон, и это реально скучно. Все знают, что ты умеешь делать эти элементы. А тут это как, такая вот азарт появляется, кураж, да. И я вот очень хочу уже попробовать аксель на прокатах в мегаспорте и на соревнованиях и посмотреть, как вообще пойдет этот сезон. Вот, поэтому все зависит от настроя и чисто от того, насколько уверенно ты делаешь эти элементы. Если ты уверенно заходишь, то ты его, конечно же, сделаешь. Новые правила ИСУ.
Можно ли сказать, что вот эти коррективы, которые были внесены на Конгрессе, они дают возможность спортсменам продолжать свою спортивную карьеру? Да, конечно, мне кажется, что эти новые правила как раз-таки дают возможность более зрелым фигуристкам пробиться на высокие места. Это как раз как, мне кажется, Эшли Вагнер, она бы, если бы продолжала кататься сейчас, то она бы была сейчас хороша в этом сезоне, потому что как раз эти правила, они дают возможность набирать не только на количестве сложных элементов, но еще и по артистизму, по полностью целостности программы. Поэтому, когда я узнала новые правила, у меня они меня воодушевили, и мне кажется, что эти правила, они дадут более красивое и полноценное вообще фигурное катание в целом, когда люди будут смотреть программы в сильнейшей разминке как-то на соревнованиях, то Вообще, будет... я думаю, они все-таки останавливают прогресс в какой-то степени фигурного катания. Но кажется, они мужском, останавливают, мужском потому что... останавливают, Да, конечно, это другой потому вопрос, что конечно. Гонка четверных, мне кажется, Да, прекратится на с этим какое-то я время. полностью согласна, абсолютно, потому что снижать стоимость настолько четверных Да. прыжков и давать возможность еще больше фигуристам, которые не исполняют даже четверного тулупа, а только тройной аксель, выходить на, не знаю, они могут попасть на просто пьедестал чемпионата мира. Как было на Олимпийских играх. Да, потому что это они просто Мгм. сделают все элементы на плюс 4, плюс 5, и также могут конкурентоспособно быть с теми, кто делает и четверной луц, и четверной тулуп, и четверной сальхов. Поэтому в этом плане, мне кажется, так как мы ученики профессора Алексея Николаевича Мишина, мы склонны думать, что это все-таки останавливает прогресс. Ну, будем учитывать, что это только начало сезона, Да, за и, касание наверное, рукой они там еще ставят +1, не наверное. полностью систему, как сказать, Мне не пока опробовали, непонятно, да. как все это будет работать. То есть этот Так сезон в этом плане можно считать неким испытательным. Тестовым таким. Посмотреть Тестовым, да, тестовым, да, посмотреть. Ну вот мы сейчас наблюдаем серию юниорских гран-при и видим, что, в принципе, общие баллы, они не сильно поменялись, по крайней мере, у Да, юниоров. В целом все то же самое. но вот именно обидно, что очень сильно упал балл четверных прыжков, что именно людям нравится зрелище, и они хотят увидеть, сделает или не сделает, и такой вот тоже ловить Нет, но в то кураж. же время, конечно, сбалансированность будет больше в программах. Но лучше, И чтобы это она очень- была сбалансирована с четверными прыжками. Ну, четверные все равно никуда не денутся, все равно. все Они будут прыгать. денутся, если их не выполнять на тренировках в сезоне. Но будем надеяться, что прогресс не остановить. А то мы сейчас поругаемся. Чтобы мы закончили на позитиве, давайте. Андрей, какое качество тебе больше всего нравится в Лизе? Лиза, а что тебе больше всего нравится в Андрее? Ну, Может быть, то, что вас дополняет? Жизнерадостность, наверное. Самый мне- жизнерадостный человек, наверное, которого я знаю. Да, мне кажется, наоборот. Ну, когда ты в форме. А мне, наверное, его мужской внутренний стержень. Вот. Возмужал такой, весь большой стал. Ребят, ну я желаю вам удачи в этом сезоне, чтобы ваши планы осуществились. Я это всем желаю, но это на самом деле самое главное. Здоровья, удачи. Да, и спасибо осуществления большое. всех Спасибо планов. большое. Спасибо Да, большое. Спасибо вам.